Вам доводилось видеть людей, которые носят на левом запястье красную нить, и интересоваться, зачем они ее носят? Может быть, это была официантка в вашем любимом ресторане, ваш врач или даже маленький ребенок. Что же на самом деле значит эта красная нить? Когда вы спрашиваете, вам отвечают, что она нужна для защиты. Для защиты? Переспрашиваете вы. Неужели сила духовной защиты на самом деле может передаваться через шерстяную нить красного цвета, которую носят на левом запястье круглосуточно и без выходных? Красные нити, красная кровь на дверных косяках, красное вино – все это упоминается в Библии в связи с идеей защиты от сил смерти и разрушения. Красный – это важный цвет по ряду причин. У него самая низкая частота в спектре цветов, что означает самый низкий уровень света или крайнюю негативность. Давным-давно в Зааре каббалисты создали классификацию всего физического мира, описав энергетический корень каждой формы материи в мире материальном. Ляная ткань, например, олицетворяет силу осуждения, тогда как шерсть воплощает в себе силу милосердия. Белый цвет отражает энергию милосердия. Окрашивая белую нить милосердия в красный цвет, вы физически создаете систему, которая превращает осуждение в милосердие или тьму в свет. Именно так происходит с красной нитью. Как видите, красная нить позволяет вам не только избавиться от негативного воздействия, но и трансформировать ее воздействие в духовную противоположность. Таким образом, даже энергия с глаза может превратиться из канала негативности в поистине исцеляющую форму энергии. Именно так действует нить. Технология красной нити, разработанная мудрецами-каббалистами, берет свое начало в Израиле с обматывания красной нити вокруг гробницы Рахили, библейской праматери. Каббалисты считают Рахиль матерью мира, а ее величайшее желание состоит в защите всех своих детей от зла. Естественная материнская любовь, защита – это, вероятно, самая большая из существующих сил. Соответственно, соединение красной нити с Рахилью заряжает ее силой любви и защиты. После того, как красную нить обернут вокруг гробницы Рахили, положенное количество раз нить разрезают на куски, которые и носят люди на левом запястье. Почему же не на правом? Как вы уже знаете, все в этом мире берет свое начало от положительной или от отрицательной энергии, от осуждения или от милосердия, от получения или от дарования. Левая рука относится к концепции получения, правая рука воплощает силу дарования. Соответственно, отрицательные силы, направленные в вашу сторону, входят в тело с левой стороны. Нося красную нить на левом запястье, вы перехватываете, ослабляете и трансформируете злые силы уже на входе. Важно отметить также, что красную нить может носить любой человек, не обязательно для этого изучать каббалу. Перед тем, как надеть нить, следует попросить силы и сознания, направленные на излучение сочувствия, доброты, прощения в отношении всех, кого вы встречаете. Затем рекомендуется попросить кого-нибудь, кому вы доверяете, кого уважаете и в идеале любите, а также кого-нибудь, с кем у вас есть связь, повязать красную нить на ваше левое запястье. Пусть они сначала плотно обвяжут нить вокруг вашего запястья простым узлом. Затем пусть повторят это действие, завязав еще 6 узлов. Всего узлов должно получиться 7. Эти 7 узлов символизируют милосердие, также символизируют 7 духовных миров, оказывающих влияние на нашу реальность. Теперь пообещайте себе сделать все возможное для того, чтобы воздержаться от дурных мыслей или сплетен о других людях, какими бы восхитительно соблазнительными они не были. Человек, обвязавший нить вокруг вашего левого запястья, произносит молитву от сглаза. Некоторые спрашивают,
Если я ношу красную нить несколько месяцев, и она естественным образом рвется, то, во-первых, что случилось, а во-вторых, что же мне делать? Ответ прост. Если красная нить со временем рвется, значит она сделала уже свое дело, и причин для паники нет. Пусть на ваше левое запястье повяжут новую красную нить, такую же, как повязали первую. Однако, если эта красная нить рвется через несколько дней, вам, возможно, стоит исследовать собственную энергию и свое отношение к другим людям.